Всем привет! Сегодня мы сделаем вот такой необычный абстрактный градиентный фон. Он простой в создании, но выглядит очень стильно. Перед тем как начать, скажу пару слов. У меня есть телеграм-канал, где я делюсь полезной информацией. Там есть паки, туторы, материалы для ваших проектов. Все бесплатно и доступно для скачивания. В том числе именно там вы найдете материалы к этому уроку, финальную отрендеренную анимацию и готовый проект After Effects. Ссылка на канал в описании под видео. Ну что, поехали! Создаем новую композицию. Назовем ее BG. Разрешение 1920 на 1080. 30 кадров в секунду. 15 секунд. Я думаю, достаточно. Далее создаем новый Solid слой. Цвет черный. Окей. Основой для нашего фона будут шейпы. Создаем новый шейповый слой. Выбираем геометрию шейпа. Давайте создадим круг. С зажатым шифтом рисуем круг примерно вот такого размера. Вот в этом окошке задаем цвет. Я подготовил вот такую палитру. Цвета мы будем брать с нее. Назначаем ему цвет. Пусть будет вот такой. Далее дублируем этот шейп. У сдублированного шейпа уменьшаем масштаб, ставим его примерно в центр. Ниже лежащий шейп делаем чуть-чуть темнее. Создаем еще один шейп. Пусть теперь это будет квадрат со скругленными краями. Делаем его побольше. Примерно вот так. Скругление краев можно задать вот в этой вкладке Roundness. Сделаем примерно, пусть будет вот такой. Цвет для него зададим вот такой. Мне не нравится то, что вот эти два круга у нас такого размера. Я хочу сделать их побольше. Горячая клавиша S. И увеличиваем их по масштабу. И сдвигаем сюда. Ну, примерно вот так. Сдублируем вот этот квадрат. Ctrl-D. Горячая клавиша S. Также уменьшим его масштаб. И привяжем его к нижнему квадрату. Также у нижнего квадрата поменяем цвет, сделаем его немного темнее. Теперь создадим еще один шейп. Также выбираем Ellipse Tool. Сделаем его в форме эллипса, примерно вот такого размера, на пересечении вот этих нижних шейпов. Цвет зададим, пусть будет вот такой желтый. Далее нам необходимо задать движение для наших шейпов. Горячая клавиша P, открываем вкладку Position. Зажатым альтом кликаем на часики. Вот в этом поле прописываем expression Wiggle. Этот expression задает хаотичное движение объекта. Прописываем следующее значение. 0,5, запятая 500. Первое значение у нас указывает, сколько раз в секунду будет происходить данное колебание, данное перемещение. Второе значение указывает, на сколько пикселей будет происходить данное движение. Этот параметр мы задаем для позиции, то есть для перемещения объекта. Выглядеть это будет следующим образом. Далее скопируем это значение для остальных шейпов. Для этого правой кнопкой мыши нажимаем на значение Position. Выбираем Copy Expression Only. Выбираем все слои, на которые мы хотим вставить данное значение, и нажимаем Ctrl-V. Получаем вот такую анимацию.
Теперь создаем Adjustment Layer. Здесь я вижу, что вот этот шейп у нас двигается без привязки к нижнему шейпу. Хотя мы вот здесь привязали его. Это происходит потому, что мы для него также задали expression. Поэтому кликнем 2 раза на этом шейпе. Где он? Вот он у нас. Кликнем 2 раза буковку I. Откроются параметры экспрессиона. Выделим и удалим их. Все, теперь он двигается вместе с нижним шейпом. На вот этих круглых шейпах я не хочу делать так. Пусть будет для разнообразия у них раздельное движение. У нижнего и у верхнего. Далее создаем Adjustment Layer. Переносим в самый верх его. На этот Adjustment Layer применяем эффект Turbulent Displays. Вы можете вот в этой панели эффекты и пресеты начать вбивать название Turbulent Displays и перенести таким образом. Но я удалю. Я пользуюсь специальным плагином FX Console, который очень ускоряет применение эффектов для слоев. Вызывается горячими клавишами Ctrl пробел. И здесь также мы вбиваем название. И он нам выдает из списка все, что есть. Просто нажимаем на название, и он применяется. Этот плагин бесплатный. Его можно найти и скачать абсолютно бесплатно. Ссылку на этот плагин я оставлю в описании к видео. Далее задаем значение для нашего эффекта. Amount ставим 250. Размер пусть будет 113. Здесь вы можете регулировать на свое усмотрение, как больше вам понравится. Я оставлю такие значения. Также на этот же слой применяем эффект Fast Box Blur. Количество итераций ставим 7. Радиус блюра пусть будет 35, 33. Далее выделяем все эти слои горячими клавишами Ctrl-Shift-C. Помещаем все эти слои в прекомпозицию. Назовем ее BG1. На данный момент у нас есть вот такая анимация. Выглядит неплохо, но это не совсем то, что мы хотим. Поэтому мы создаем еще один слой Adjustment Layer. Применяем на него эффект Flies Eye Circle. Это сторонний плагин от Sapphire. В моем телеграм-канале я оставлю подсказку, как можно его установить. Получаем вот такой эффект. Выглядит прикольно. Все настройки оставляем по умолчанию. Вы можете поэкспериментировать, посмотреть здесь, но мне и так нравится. Далее давайте накинем на наш бэкграунд кривые curves и зададим вот такую S-образную кривую. Сделаем немного контрастнее наше изображение. Можем видеть разницу. Так, мне нравится больше. Также я хочу сделать на нашу композицию виньетку. Для этого создадим новый Solid слой. Назовем его виньет черного цвета. Окей. Далее, чтобы вырезать маску на этом слое, мы переходим на Ellipse Tool и 2 раза кликаем на этот значок. И он автоматически создает нам вот такую маску, вписывает ее в кадр полностью. Далее мы инвертируем эту маску. Горячей клавишей F вызываем размытие краев и задаем здесь значение 300. Также горячей клавишей T вызываем свойство прозрачности и задаем здесь 50. Получаем вот такое затемнение по краям. Далее я хочу добавить немного шума на нашу композицию. Для этого создаем еще один Solid слой. Цвет выбираем примерно посередине серый. Окей. Далее применяем на него эффект Add Grain.
Здесь выставляем Final Output и выбираем пресет. Я выберу Codec Vision. Размер частиц я выберу 1.3. Далее для этого слоя мы применяем метод наложения Overlay и видим вот такой эффект. Выглядит уже симпатично. В принципе, на этом создание и анимация нашего фона завершена. Мы получаем вот такой прикольный эффект. Вы можете экспериментировать с размерами шейпов, цветами, также добавлять еще какие-то шейпы сюда дополнительно, чтобы сделать вашу анимацию более интересной. Также, если вам не нужен цветной фон, вы можете сделать шейпы серыми, применить несколько градаций серого цвета, либо можно сделать следующим образом: добавить еще один Adjustment Layer, применить на него эффект Black and White, перейти на слой шума и добавить сюда эффект Tint. Он уберет цветность нашего шума, то есть шум станет черно-белым, чтобы не выбиваться из общего фона. Также можно подкрутить еще кривые, добавить контраста, сделать что-то вот такое. И тогда мы получаем вот такую уже анимацию. Я еще раз просмотрел нашу готовую анимацию, и мне не очень нравится черный цвет фона. Он выбивается из общей цветовой палитры. Поэтому я хочу поменять его на другой цвет. Для этого мы перейдем в композицию BG1, найдем наш Solid, который служит нам бэкграундом. Перейдем в его настройки, Solid Setting, и здесь поменяем цвет. Я хочу задать что-то темно-синее. Наверное, вот такой. И посмотрим, что получилось. Да, вот такой фон мне нравится больше, он смотрится более гармонично и сочетаются цвета лучше. На этом все. Надеюсь, урок был полезным. Если так, поддержите лайком и подпиской, чтобы не пропустить новые видео. Если остались вопросы, смело пишите в комментариях, постараюсь всем ответить. И не забывайте про телеграм-канал, там вы найдете материалы к этому уроку, а еще кучу полезных штук, от паков с эффектами до футажей и шаблонов. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.